Привет всем любителям текстиля. Посмотрите, в какой я модной рубашке сегодня. Монтана. Сейчас, конечно, не особо актуально, а в начале 90-х была хитом сезона и грозой дискотек. Это вареная джинсовка, которая прилагалась к вареным джинсам. Вон лежат. Вот о них-то сегодня мы и поговорим. Откуда к нам пришли вареные джинсы и в чем особенности современных методов придания вот этого вареного эффекта. Эти технологии придают джинсам уникальный внешний вид, делают их винтажными и мягкими с первого дня носки. Джинсы сегодня, наверное, есть в гардеробе каждого человека в возрасте от 6 до 80 лет и давно стали неотъемлемой частью современной жизни. В 50-х и 60-х годах на заре джинсомании среди молодежи США и Европы джинсы были символом свободы. Их носили серферы, музыканты и хиппи. В основном они носили культовый синий Levi's 501, который модники занашивали годами до такого состояния, что на них появлялись белые пятна и потертости. Но многие из тех, кто хотел попасть в эту тусовку, не хотели ждать так долго и придумали специально обесцвечивать джинсы с помощью хлорки или натирать песком. Посмотрите, на моей рубашке прямо видны эти следы хлорки. Имя первого экспериментатора, к сожалению, история не сохранила, но кто-то из хипарей выяснил, что если сварить джинсы с хлоркой, они обесцвечиваются и приобретают такой потертый вид. И вот уже в 1964 году французский дизайнер джинсов Франсуа Жербо впервые применил новый метод стирки, добавив камни в барабан стиральной машины. В результате этого эксперимента джинсы приобрели приятную на ощупь мягкую поверхность и неожиданный белесый оттенок. Они сразу стали достаточно мягкими и поношенными на вид. А ведь до 1960-х годов джинсы производили из жесткого и не слишком приятного на ощупь сырого денима, он назывался raw denim, который отличался равномерным окрасом и выцветал лишь со временем в процессе многократных стирок и носки. В результате Жербо ввел такую технологию, как stone wash или стирка с камнями. Эта технология, придуманная им, и поныне остается актуальной. А джинсы, созданные семейной парой дизайнеров Мари и Франсуа Жербо, можно купить и сегодня. Вареные джинсы нашли отклик в сердцах панков 80-х как символ бунтарства и отказа от навязанных обществом ценностей. Такой стиль стал очень популярным не только среди субкультур, но и за их пределами, и до сих пор считается одним из ключевых трендов десятилетия. И вот в 1981 году компании Guess и Jordans выпускают первые пары предварительно выстиранных джинсов. Первой знаменитостью, которая популяризировала вареные джинсы, считается американская певица и актриса Дебби Харри из группы Blondie. В конце 70-х и начале 80-х годов она стала одной из икон стиля, которые сделали вареные джинсы символом панк-рока и новой волны. Это была такая смесь бунтарства и гламура, и вареные джинсы идеально вписывались в этот стиль. После этого, как говорится, понеслась кривая в рощу. В начале карьеры Мадонна часто появляется в своих вареных джинсах, сочетая их с яркими аксессуарами. Майкл Джексон включает вареные джинсы в свои образы. Брюс Спрингстин отжигает в состаренных джинсах свои рок-хиты. В рваных джинсах впервые засветился басист Sex Pistols знаменитый Сид Вишес и так далее. Эти звезды сыграли ключевую роль в популяризации вареных джинсов и превратили их из элемента субкультуры для панков и хиппи в модный мейнстрим 80-х и 90-х годов. Ведь каждая пара вареных эксклюзивна, а если их еще порезать и поцарапать, то дешево и сердито можно создать свой индивидуальный образ. Второй такой пары точно ни у кого не будет. В школе в 80-х годах, чтобы быть модным, я тоже варил джинсы, индийские джинсы райфл папины в хлорке, завязав узлами, а мамины расклешенные вранглер вареные были постепенно мною трансформированы в модные драные шорты. Сейчас джинсы варить и рвать не нужно, все уже сделано трудолюбивыми руками индийцев и китайцев за нас. Кстати, а вы варили джинсы в 80-х и 90-х? Как? Поделитесь в комментариях. Теперь поговорим о методах состаривания джинсов от изобретения и до наших дней. И первый метод, самый старый, это варка с хлорсодержащими отбеливателями. Например, гипохлорид натрия, натрий хлор О. Вручную это происходило прямо в кастрюле с хлоркой дома на кухне. Сейчас, конечно, на специализированном оборудовании отделочных и швейных фабрик. Сначала готовые джинсы, а не ткань, отправляют в промышленные центрифуги, где находится раствор гипохлорида натрия. Обычно концентрация 5-15%. Температура раствора где-то 40-60 градусов, чтобы ускорить реакцию.
При вращении барабана раствор равномерно распределяется и воздействует на джинсы со всех сторон. Длительность обработки зависит от нужной степени осветления и составляет от 15 до 60 минут. В результате хлор вступает в реакцию с синим красителем джинсов индиго и частично разрушает его. Это и приводит к выцветанию синего цвета. Чем дольше джинсы контактируют с хлором, тем сильнее осветляется ткань. Если поварить джинсы недолго, то они лишь слегка осветлятся. Затем ткань необходимо промыть в растворе щавелевой кислоты или тиосульфата натрия. Эти вещества нейтрализуют остатки хлора, чтобы прекратить реакцию и предотвратить дальнейшее разрушение ткани. Потом джинсы нужно интенсивно промыть в чистой воде для удаления остатков химикатов, а затем высушить. Для улучшения внешнего вида и мягкости джинсы можно дополнительно выстирать с энзимами или какими-то мягчителями. Ткань после такой обработки приобретает неравномерные светлые разводы и характерный мраморный эффект, вот как на той рубашке, которая сейчас на мне. Минусами такой обработки является, во-первых, токсичность хлора, а также падение прочности джинсовой ткани, что, впрочем, характерно для любых способов варки. Кроме того, всегда необходима тщательная нейтрализация и промывка ткани. Второй способ – это варка с марганцовкой или перманганатом калия. Он также окисляет индиго и вызывает локальное осветление ткани. С помощью марганцовки можно также проводить обработку в центрифугах, таких же, как и для других способов химической варки. После обработки марганцовка нейтрализуется раствором щавелевой кислоты. И в результате на ткани также образуются четкие потертости или эффект хаотичных осветленных пятен. Этот метод очень простой, эффективный и дешевый. Быстро создает эффекты потертости и осветления. Марганцовка очень активно применялась в 80-х и 90-х годах, когда джинсы с эффектом варки и осветления стали модным трендом. Несмотря на постепенный переход к более экологичным технологиям, этот метод до сих пор остается популярным среди небольших фабрик с массовым производством. К недостаткам также можно отнести токсичность обработки и снижение прочности ткани. Третий способ – это варка с едким натром или другое название – каустическая сода. Едкий натр размягчает ткань и удаляет краситель с поверхности нити. Джинсы варят в растворе каустической соды, как и в ранее описанных способах. В этом методе необходимо очень тщательно контролировать параметры варки, чтобы не разрушить ткань полностью. В результате также получаем эффект варенки с неравномерной потертостью и изменением цвета. Минусы также токсичность щелочей, а также то, что едкий натр – это агрессивное вещество, которое разрушает хлопковые волокна при длительном воздействии. Четвертый способ – это варка с перекисью водорода при высокой температуре. Это современная и более экологичная альтернатива обработке хлором и марганцовкой, так как этот метод позволяет создавать эффект старения ткани без ущерба для экологии и рисков для здоровья работников. Варка также происходит в барабанных машинах при концентрации перекиси водорода от 3 до 10% в зависимости от необходимого уровня осветления. Для усиления эффекта могут добавляться катализаторы, едкий натр или происходить более интенсивное нагревание раствора. Обычная температура варки составляет 40-60 градусов. В результате под воздействием температуры перекись водорода начинает разлагаться на воду H2O и активный кислород. Активный кислород вступает в реакцию с индиго и окисляет его, разрушая молекулы пигмента. После достижения нужного эффекта джинсы промывают водой и нейтрализуют остатки перекиси с помощью уксусной кислоты. В результате ткань выглядит выцветшей, как при традиционной варке, но с более мягкими переходами цветов. Чтобы получить неравномерный хаотичный рисунок из линий разводов, джинсы перед обработкой можно скрутить или завязать узлами, перетянуть резинками или скрепить скрепками в некоторых местах для создания складок. По сравнению с обработкой хлором, такая обработка менее токсичная, более экологичная, остатки реагентов в сточных водах минимальны. Важно и то, что при обработке перекисью меньше повреждаются хлопковые волокна и джинсы дольше остаются прочными и долговечными. Недостатки – это большее время на обработку, а также необходимость строгого контроля процесса варки, чтобы избежать повреждения ткани. Из-за экологических рисков и ограничений многие бренды переходят на более безопасные методы, такие как лазерная обработка, озоновые технологии или энзимные процессы. Однако и варка с химическими реагентами все еще используется во многих странах и производствах, особенно для недорогих коллекций. Пятый способ, который мы рассмотрим, это энзимная обработка.
Энзимные технологии основаны на использовании природных катализаторов, ферментов или энзимов гидролитического или разрушительного типа. Энзимные обработки достойны отдельного выпуска, поэтому здесь я расскажу лишь об их использовании в процессе мягчения и варки джинсов. Энзимы – это протеины, это простые белки, состоящие только из аминокислот с молекулярной массой от десятков тысяч до миллионов и более. В отделке ткани используются разные энзимы – целлюлазы, пектиназы, липазы и прочие. Но для энзимной обработки джинсов чаще всего используется именно целлюлаза. При ее взаимодействии с целлюлозой хлопка в тканях происходит поверхностная деструкция целлюлозы и ее производных до глюкозы и олигосахаридов. То есть энзимы целлюлазы как бы точечно выедают часть молекул хлопка вместе с красителем, в результате чего ткань становится мягче и создается эффект потертости и старения. На этом фото под микроскопом хорошо видна частично разрушенная структура хлопковых волокон. Технология обработки заключается в стирке джинса вместе с энзимами в промышленных стиральных машинах. Концентрация энзимов, время и обработка выбирается в зависимости от массы загруженных джинсов и необходимого эффекта варки. Время обработки, как правило, не превышает 60 минут, а температура 50-60 градусов, при которых ферменты или энзимы наиболее активны. Все эти параметры очень важны, так как они влияют на прочность материалов, потерю массы и на эластичные свойства джинсов. После стирки необходимо провести дезактивацию ферментов, чтобы исключить его последующее воздействие на материал, а последствия могут стать разрушающими. Ферменты просто проедят джинсы до дыр, и от них ничего не останется. Дезактивация проводится при температуре 90 градусов в течение 10 минут, при этом ферменты просто погибают. Остатки ферментов удаляют путем промывки. В результате вы получите на изделии те эффекты, которые вы хотели, а может быть и не хотели получить. Иногда стоит задача придать ткани сжатый вид, эффект поношенности или старения в конкретных местах. Эти эффекты можно получить колористическим путем, то есть применяя ферменты, которые по-разному действуют на разные виды красителей. Для обработки тех мест, где вы хотите получить рисунок, необходимо применять сернистый, активный либо краситель индиго, который неустойчивый к действию ферментов. Все остальное полотно должно быть окрашено красителем, устойчивым к действию конкретного фермента. В этом случае можно получить очень необычные эффекты на джинсах. Это происходит следующим образом. Сначала на джинсы наносится печатный рисунок красителем, неустойчивым к действию энзимов. Либо можно связать джинсы узлами или прикрепить зажимы в разных местах. После этого происходит стирка с энзимами, их деактивация и промывка. В результате джинсы получают потертый в нужных местах умеренно поношенный вид, мягкость, подвижный гриф и поблекшие краски. Этот метод не требует применения химических реагентов и поэтому считается более экологичным, чем методы химической обработки. Шестой метод старения – это stone wash или стирка с камнями. Суть метода заключается в том, что в барабан стиральной машины закладываются специальные камни из обычной пемзы круглой формы диаметром от 30 до 70 мм. Для молодежи напомню, что пемза – это такой вулканический пористый камень. До изобретения абразивных терок для ног он использовался нашими мамами и бабушками для того, чтобы снимать с пяток ороговевший слой кожи. При стирке за счет трения о камни джинсы вытираются случайным образом, и краситель частично стирается, и получается тот самый вареный эффект. Этот процесс может длиться от 30 минут до нескольких часов. Сами камни при многократных стирках постепенно уменьшаются в размерах и утилизируются, когда их размер становится менее 2 см. Затем джинсы нужно тщательно промыть, чтобы смыть вот эту мелкую каменную крошку. Это, кстати, требует достаточно большого расхода воды. Для ускорения процесса стирки с камнями можно в раствор, в котором осуществляется обработка материала, добавить энзимы. В этом случае у нас будет не просто Stone Wash, а у нас будет Stone Enzyme Wash. Достигаемый эффект абсолютно идентичен тому, который получается при обычной стирке с камнями, только мы экономим время. Если же вы хотите получить ярко выраженные эффекты в конкретных местах, то после стирки с камнями можно применить так называемую brush-технологию, то есть трение щетками, ручное или механическое. Это придает изделиям эффект изношенности в отдельных местах. Метод Stone Wash, так же как и энзимный, не требует применения химических препаратов, но является довольно затратным из-за большого расхода воды и камней для стирки. Кроме того, за счет износа джинсы после обработки также становятся менее прочными.
Седьмой способ – это механическое трение. Ведь можно состарить джинсы и без дорогостоящих химикатов, камней и энзимов, просто вручную или механически. Старение джинсов вручную – это процесс, при котором ткань искусственно изнашивается и ей придается винтажный вид с использованием каких-то ручных инструментов. Этот метод позволяет создать такие уникальные эффекты, которые невозможно достичь с помощью машинной обработки. Для ручного старения джинсов используют наждачную бумагу, пемзу, металлические щетки, терки и так далее. Ткань джинсов трут этими инструментами в определенных местах – на коленях, бедрах, карманах, на молнии замка, трут вручную или на специальных щеточных машинах для создания потертостей. В результате на джинсах образуются выцветшие зоны, похожие на те, что образуются после длительной носки. После этого мастера берут в руки лезвия, ножи и ножницы, ткань прорезается в нужных местах, а затем края слегка растрепываются, и получается эффект рваных джинсов естественными краями. Отбеливание также можно проводить вручную с помощью хлорсодержащих отбеливателей, марганцовки или других препаратов, кистями, губками или через пульверизатор. При этом химический раствор наносится локально, случайным образом или через трафарет на определенные участки ткани, чтобы осветлить именно их. На джинсах получаются контрастные или плавные переходы цвета. Вручную можно выщипать или вытянуть часть нити основы и утка из джинсов пинцетами или иглой для создания эффектов разлохмаченности, легкой потертости или сетчатого эффекта. Преимуществами ручного старения является индивидуальность каждой пары джинсов, постоянный контроль качества каждой пары, так как ручная работа позволяет точно регулировать интенсивность обработки. А дизайнеры и мастера могут экспериментировать, создавая необычные эффекты. К недостаткам этого способа я бы отнес высокие трудозатраты из-за ручной работы. Процесс этот не быстрый и требует высокой квалификации и скорости работы мастеров. Тем не менее, многие премиальные бренды, такие как Ralph Lauren, Balmain и Diesel, активно используют ручное старение в своих коллекциях. Это позволяет им придать джинсам абсолютно эксклюзивный статус. Восьмой способ – это лазерная технология. Это такая современная, экологически безопасная технология, которая позволяет создавать потертости, узоры и эффекты старения без использования воды, химикатов или физических абразивов. Процесс начинается с разработки цифрового макета в компьютерной программе, где задаются требуемые узоры, картины или глубина потертости, а также винтажный эффект. Дизайнеры программируют лазер так, чтобы он воздействовал на ткань с нужной интенсивностью, точностью и глубиной обработки. Затем джинсы закрепляют на манекене или специальной платформе, после чего лазерные лучи направляются на ткань, выжигая верхний слой краски или ткани. Интенсивность и длительность обработки регулируются, чтобы достичь желаемого эффекта – легкой потертости, прорези или глубоких винтажных эффектов. Для детализации эффектов иногда их дорабатывают вручную. Преимуществом лазерной обработки является экологичность, так как нет необходимости в химикатах, воде или камнях. Скорость. Как видно на видео, один цикл лазерной обработки занимает несколько секунд, что гораздо быстрее, чем традиционные методы. Точность. Лазеры создают сложные узоры и эффекты, которые невозможно повторить другими способами. Посмотрите, здесь мы видим целую картину на этом фото. К недостаткам можно отнести высокую стоимость лазерного оборудования, что делает этот способ менее доступным для небольших производств. Кроме того, лазер выжигает ткань, но не придает ей мягкости, характерной для энзимной обработки или stonewash. Лазерная технология сегодня используется многими крупными брендами, такими как Levi's, Wrangler или G-Star Row, которые стремятся минимизировать экологичный след и повысить производительность. И последняя на сегодня технология старения джинсов – это озоновая технология. Это наиболее современная, экологически чистая технология, где вместо воды и химикатов применяется озон О3 – газ, который обладает сильными окислительными свойствами. Джинсы загружаются в закрытую камеру, в которой поддерживается контролируемая атмосфера. Озон вырабатывается с помощью генератора, который преобразует кислород из воздуха в озон с помощью электрического разряда. Озон реагирует с красителем, окисляет и разрушает его молекулы, что приводит к осветлению ткани и созданию эффекта потертости. Можно настроить обработку для получения мягких переходов или более глубоких выцветших зон. После обработки, чтобы удалить остатки озона, он преобразуется обратно в кислород. Преимуществами озоновой обработки является экологичность, отсутствие химикатов и воды при обработке. Озон распадается на кислород и не оставляет вредных отходов в сточных водах в том числе.
В результате значительно снижаются производственные затраты. Воспроизводимость эффектов тоже высокая, при этом джинсам дополнительно придается мягкость, а разрушение ткани меньше, чем при других технологиях, благодаря чему опять же сохраняется прочность и долговечность ваших джинсов. К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость оборудования для озоновой обработки. Кроме того, озоновая обработка в основном предназначена для осветления джинсов, ей сложно создать сложные узоры, которые характерны для лазерной обработки или Stonewash. Тем не менее, озоновая обработка активно применяется ведущими брендами, такими как Levi's, Tommy Hilfiger и Wrangler, которые стремятся в своей политике минимизировать негативное воздействие на окружающую среду в контексте современной экологичной моды. Иногда производителям применяются комбинированные методы для достижения сложных эффектов. Например, гипохлорид натрия используется для первоначального осветления, а затем локально наносят перманганат калия для создания потертостей. Или завершающим этапом после обработки химическими препаратами или Stonewash следует энзимная обработка для смягчения ткани и улучшения ее внешнего вида. Вареные состаренные джинсы производятся во многих странах. Выбор конкретной страны зависит от уровня технологического развития, стоимости рабочей силы и доступности текстильной инфраструктуры. Вот список стран, которые активно занимаются производством таких вареных джинсов. Во-первых, Китай, крупнейший производитель одежды в мире, включая джинсы. Здесь расположены предприятия, которые используют лазерную обработку, энзимные технологии и химические методы. Бангладеш – мировой лидер в производстве недорогих джинсов для массового рынка. Многие международные бренды, кстати, размещают здесь свои заказы благодаря низкой стоимости рабочей силы. В основном применяется ручное старение, варка и традиционные химические методы. Турция славится качественными джинсами, отличными репликами, в том числе мировых брендов, и продвинутыми методами обработки. Здесь производится как массовая, так и премиальная продукция. Турецкие фабрики активно используют лазеры и озоновую обработку. Пакистан – один из крупнейших экспортеров денима и джинсов. Местные фабрики производят джинсы как для масс-маркета, так и для премиум брендов. Здесь используются как химические методы, так и современные экологичные технологии. Индия является крупным производителем вареных джинсов, особенно для местного рынка и экспорта. Их ведь больше миллиарда. В Индии широко применяются традиционные методы, включая варку, ручное старение и отбеливание. Италия, которая известна своим премиальным денимом и дизайнерскими джинсами. Итальянские фабрики используют самые передовые технологии для создания эксклюзивной продукции. Это лазерная обработка, ручная отделка, энзимная и другие экологичные технологии старения. Многие американские бренды, такие как Levi's и Wrangler, размещают производство джинсов в Мексике из-за географической близости и доступной стоимости производства. Здесь применяются также современные методы, включая лазеры и озоновую обработку. В США производится совсем небольшое количество джинсов, главным образом для премиум-сегмента. Варка и состаривание джинсов здесь часто выполняется вручную или с использованием современных экологичных технологий, например, лазерных. В последние годы дизайнеры продолжают экспериментировать с рваным джинсовым трендом. Они стали их рвать до состояния лохмотьев, обливать краской и всячески придавать бомжевато убитый вид. Самые рваные джинсы связаны с дизайнером Мартином Маржелло и основателем бренда Мейсон Маржелло. В 80-х-90-х годах он создал культовые модели джинсов, которые выглядели так, словно они были сильно повреждены или изношены до предела. Маржелло ввел эстетику деконструктивизма в моду. И его джинсы с огромными дырами, необработанными краями и намеренно растрепанной тканью стали символом авангардного подхода к одежде. Затем Марк Джейкобс в 90-х годах популяризировал стиль гранж, представив джинсы с большими прорезями и потертостями в своих коллекциях. Дизель и Дисквард в 2000-х вывели рваные джинсы на уровень роскоши, добавляя к прорезям сложные элементы дизайна и дорогие материалы. Например, ткани вручную окрашивали акриловыми или текстильными красками, чтобы придать эффект загрязнения или выцветания. После обработки ткань приглаживают или мнут, чтобы создать эффекты складок, а затем стирают в мягких режимах, чтобы закрепить результат и придать ткани естественный вид. Wetmans представили джинсы с прорезями, которые оставляли едва ли половину ткани. Balenciaga выпустила модели, где джинсы фактически превращались в набор из лоскутков и дыр. А Kanye West и его бренд Easy также продвигают джинсы с экстремальными повреждениями. В общем, эти ребята были и есть те еще бунтари от моды и противники мейнстрима. Состаренные рваные джинсы остаются популярными, постоянно трансформируясь от гранжа до люксового авангарда. А современные технологии сделали джинсы настоящими произведениями искусства.
Эти методы не только добавляют эстетики, но и позволяют каждому почувствовать свою индивидуальность. При этом современные производства постепенно переходят на более экологичные методы, такие как энзимная, лазерная и озоновая обработка. Так что, уважаемые подписчики, носите рваные джинсы, варите, рвите, выделяйтесь модными эффектами и будьте счастливы. Спасибо за внимание, надеюсь, вам было интересно, поэтому не забывайте подписываться, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Если же вы хотите поддержать канал, не стесняйтесь и переходите по ссылке в описании.